Иногда достаточно просто посмотреть на небо, чтобы почувствовать, с Луной что-то не так. Она слишком правильная, слишком круглая, всегда повернута к нам одной стороной. Идеально перекрывает Солнце во время затмений. И когда ты смотришь на нее долго, может возникнуть ощущение, будто она наблюдает. Но не ты смотришь на нее, а она на тебя. Именно из-за этого чувства, а также ряда странностей, и появилась идея, что Луна может быть не природным телом, а искусственным объектом. Например, огромной станцией, полой сферой или даже кораблем, поставленным на орбиту с какой-то целью. Луну называют пустой. Когда на нее падали модули, она звенела, как металлический шар. Некоторые решили, она полая, может даже искусственная. Наука объясняет иначе. Луна сухая, жесткая, без воды и мягких пород, ударные волны там просто расходятся дольше. Это не признак полости, а особенность строения. Почему она всегда одной стороной к Земле? Это синхронное вращение, эффект гравитации. Такое бывает у спутников. Но согласись, выглядит подозрительно, как будто кто-то не хочет, чтобы мы увидели вторую сторону. А затмение? Луна идеально закрывает Солнце, как по заказу. Но это тоже совпадение, временное. Через миллионы лет такого уже не будет. Мы просто родились в эпоху идеального кадра. Плотность Луны ниже, чем у Земли. Некоторые говорят, значит, она пустая, но на деле у нее другой состав. Меньше металлов, меньше железа. Просто другая порода. А как насчет странной гравитации? Да, аппараты действительно сбивало с орбиты. Позже ученые нашли объяснение. Под лунными морями скрываются масконы, тяжелые глыбы породы, как застывшие удары в тело Луны. Это и есть следы древней геологии, космические шрамы, в которых Луна до сих пор помнит, где в нее ударили. А что насчет возраста? Лунные камни действительно старше земных. Но не потому, что Луна старше. Просто на Земле все перемешано тектоникой и жизнью. А Луна как хранилище. Все застыло и сохранило прошлое. Сама идея про искусственную Луну вообще появилась в 20 веке, в статье 2 советских авторов. Это была фантастическая гипотеза, но мир ее подхватил. И с тех пор это сомнение живет где-то глубоко. А вдруг? Итак, когда смотришь на список всех странностей Луны, кажется, что тут есть что-то. Но если разбирать каждую отдельно, без эмоций, почти везде находятся научные объяснения. Логика, геофизика, астрономия. И все же, даже при этом Луна остается странной. Не как артефакт, а как присутствие. Да, у нас пока нет прямых доказательств, что она искусственная. Нет четких признаков вмешательства, но и уверенности в обратном тоже нет. А может, все потому, что ее тайна не в конструкции, а в действии. Не в форме, а во влиянии. Почему Луна так сильно воздействует на нас? Почему меняется сон, настроение, сны, даже восприятие реальности? Почему древние ее боялись, а не воспевали, в отличие от Солнца и звезд? Почему белый свет в конце тоннеля при клинической смерти очень похож на ее холодное сияние? Кто создает этот свет и что он отражает? А если это частотная ловушка, то как выйти, если Луна — это не объект, а зеркало? Вот об этом далее. И не только снаружи, а глубже. Внутрь восприятия. Про Луну написано больше, чем про любую другую небесную точку после Солнца. Но чем глубже вчитываешься в факты, тем больше хочется спросить, что на самом деле скрывается за этим серым шаром в небе. Что установлено точно и подтверждено. Луна влияет на приливы и отливы. Гравитация Луны буквально тянет воду на себя,
вызывая прилив. Это влияет на все, от поведения морских организмов до циклов сельского хозяйства. Она влияет на биоритмы человека. Полнолуние – одна из самых исследованных фаз. Статистика показывает, во время полнолуний чаще возникают проблемы со сном, усиливаются эмоции, учащаются психические срывы, тревожность. Есть данные, что и гормональные колебания, особенно у женщин, синхронизируются с лунными фазами. Влияет на рост растений, заживление, настроение. Некоторые аграрные и медицинские календари до сих пор ориентируются по Луне. Многие люди чувствуют, что в полнолуние все обостряется. Даже если не верят, тело ощущает. Луна стабилизирует ось Земли. Без нее наша планета болталась бы, как юла, климат бы резко менялся, времена года стали бы хаотичными. То есть она как небесный стабилизатор, делающий жизнь на Земле возможной в том виде, как мы ее знаем. Но тут появляются вопросы. Если Луна настолько важна для нашей стабильности, если она влияет на тело, психику, циклы, если это ближайший к нам объект всего в 3 днях пути, почему мы не летаем туда до сих пор? Были ли люди на Луне? Официально – да. С 1969 по 1972 год на Луну высаживались астронавты программы «Аполло». Всего было 6 успешных посадок, последняя – «Аполлон-17». С тех пор тишина. Ни одного пилотируемого полета. Это странно, учитывая развитие технологий. Сегодня мы запускаем телескопы на края Вселенной, делаем посадки на астероиды, отправляем дроны на Марс. Но Луна как будто закрыта. Программу свернули. Официальная версия. Дорого, неэффективно, политические цели достигнуты. Неофициально возникает много теорий. Может, там что-то обнаружили? Может, Луна не такая пустая, как казалось? Или само поле Луны как бы не пускает? Или пускает, но не всех? Ведь и правда, больше никто не повторил высадку. Китай, Индия, Россия, Европа – все запускают роботов, но людей не отправляет никто. А как Луна влияет на сознание? Вот здесь начинается самое интересное. Влияние Луны не рациональное, а вибрационное. Ты не думаешь по-другому, ты начинаешь чувствовать иначе. Усиливаются сны, повышается чувствительность, возникают всплески интуиции. Некоторые сообщают о приходах, страхах, даже видениях. У других – наоборот. Фокус, ясность, прилив энергии. И это не обязательно мистика. Это может быть просто настройка вибрационного поля человека на более сильный гравитационный резонанс. Тело на это реагирует, нервная система, вода в организме. А значит, сознание. Если Луна действительно влияет на воду, на психику, на восприятие, если это не гипотеза, а наблюдаемый факт, тогда что еще может исходить от нее? Только ли свет? А может, Луна не просто влияет на нас, а собирает что-то? Если ты откроешь шумерские таблички, африканские легенды или предания майя, то с удивлением заметишь одну общую ноту. Когда-то Луны не было. Что говорят древние? Шумеры описывают время до появления Луны. Они отличали Луну как объект, не принадлежащий изначальной небесной системе. Иногда ее называли глазом Элилу или стражем ночи, как будто кто-то поместил ее на небо. У майя есть упоминание о небе без Луны, как о Золотом веке, когда люди напрямую общались с богами, а затем связь была нарушена. Африканские дагонские племена говорили о белом глазе, который появился позже. У них Луна была символом наблюдающего духа, а не природного тела. У некоторых народов сохранились легенды о 2 лун. Одна была теплая и живая, другая –
холодная и следящая. По их мифологии, первая исчезла, когда человечество согрешило или потеряло память о своем происхождении. А была ли вторая луна? Такая идея встречается часто, и не только в мифах. Некоторые источники, особенно эзотерические, говорят, что раньше у Земли было две луны. Одна, ближе к человеку, теплая, как мать. Вторая, холодная, мертвая, как механизм. Сейчас осталась только вторая. В более современных пересказах это звучит почти как код. Первая луна давала связь, вторая — контроль. Было несколько гипотез о маленьком спутнике, существовавшем в древности. Даже есть расчеты. Если бы он существовал, он бы мог разбиться о текущую луну или растечься по кольцу, которое потом исчезло. Совпадение или нет, но в мифологии часто фигурирует исчезновение первичного спутника. Интересный момент. Чем глубже ты идешь в старые тексты, тем реже там прямым текстом говорится о Луне. Солнце — Бог, звезды — души. А Луна как будто нейтральна или запрещена. В некоторых эзотерических школах даже существует запрет на лунную медитацию. Считается, что она отражает иллюзию, и если ты неосознан, ты тонешь в зеркале. Ты начинаешь видеть не истину, а искаженную проекцию бессознательного. Иногда Луну напрямую называют ловушкой чувств, зеркалом смерти или даже вратами реинкарнации. Практически все народы мира поклонялись Солнцу, но почти нигде нет культа Луны как центрального божества. Она всегда вторичная, побочная. В текстах древности Луна часто не упоминается вовсе или упоминается как вмешательство, пришедшее извне. Во многих мистических учениях Луна не символ жизни, а символ забвения. Но что это меняет? Если Луна не всегда была, если ее появление сопровождается потерей памяти, цикличностью, падением вибраций, если раньше была другая Луна, теплая, мягкая, связанная с духом, а нынешняя холодная, циклическая, наблюдающая, тогда Луна — это не просто тело на орбите, это переключатель эпох, и все, что было до Луны, было другим. Другие чувства, другая связь, другая Земля. Если Луна появилась не сразу, если она не просто наблюдает, а что-то изменяет, и если древние боялись ее, но не отрицали, тогда, может быть, Луна не просто объект, а портал. После смерти человек видит свет, так говорят. Яркий, теплый, притягательный свет. Он словно зовет. Он обещает покой, возвращение, дом. Ты интуитивно тянешься туда, потому что все так делают. Но никто не спрашивает, а что, если это не выход, а вход? Что, если это не свет, а проектор? Не врата свободы, а воронка возврата? Существует теория, которая пугает и одновременно в чем-то объясняет многое. Душа после смерти не уходит, а возвращается. Не потому что хочет, а потому что ее перезапускают, стирают память и бросают обратно в тело. Новое имя, новые родители, новая история, та же петля. Эта идея встречается не только в ченнелингах, книгах или гипнозе. Ее отголоски есть в традициях. В тибетском барда, в египетской книге мертвых, у индейцев. Везде один и тот же мотив. Если ты идешь на свет автоматически, не вспомнив себя, ты попадаешь в ловушку. Луна, согласно этой теории, и есть тот самый фильтр. Она не просто вращается на небе, она притягивает, фиксирует, гасит, она забирает информацию. Ты уходишь, и все, что накоплено, все, что вспомнено, чувствовано, пройдено, остается где-то. Как будто кто-то обнуляет игру, но оставляет себе опыт. Не твой, а свой. Ты чувствуешь, я что-то забыл.
Ты живешь с ощущением повторения, дежавю, странных страхов, которые не твои. И снова идешь по кругу. Новая жизнь, та же петля. Это не метафора, это структура. Луна как центр системы перезапуска. Не враг, не спаситель, просто механизм. Ты в теле, ты под гравитацией, ты в поле, которое отражает. И пока ты не осознаешь, ты не выходишь. Потому что ты не ты. Ты отражение, белый свет в тоннеле. Ты идешь к нему, потому что все идут. Но есть истории, редкие, пугающе честные, в которых человек разворачивается, отказывается, не идет на свет и остается в пустоте, в ничто. И именно там что-то возвращается. Там вспоминается не имя, не лица, не сюжет, а настоящее «я», без форм, без страхов, без света. Может быть, свет — это проверка. Может быть, луна не зло, а просто зеркало. Но пока ты не знаешь, кто ты реагируешь. А значит, ты управляем. Ты бежишь к свету, потому что боишься тьмы. Но если войти в тьму, не для того, чтобы исчезнуть, а чтобы остаться, может быть, там ты и есть. Луна как страж у входа. Но что он охраняет? Может быть, не просто границу, а сам момент, когда ты подходишь к свободе, чтобы проверить, готов ли ты перейти дальше. Все, что связано с Луной, так или иначе о восприятии. Ты смотришь на нее и ощущаешь, что она связана с чем-то внутри. Не снаружи, не в телескопе, а как будто в тебе есть приемник, который реагирует. На свет, на частоту, на цикл. Иногда ты ловишь это как напряжение, иногда как тоску, иногда как влечение, будто она зовет. Но вопрос не в том, что делает Луна, а в том, почему ты реагируешь. Если ты антенна, то, возможно, ты все это время настроен на чужой сигнал. На ритм, который тебе навязали, на свет, который тебе показывают, на цикл, который ты не выбирал. И это главная иллюзия Луны. Пока ты смотришь на нее, ты не смотришь в себя. Ты живешь в отражении. Ты строишь судьбу по ее фазам. Ты ощущаешь эмоции, которые, может быть, вообще не твои. Ты существуешь в чужом свете, но в какой-то момент ты замечаешь, что-то не так. Все повторяется. Ты был здесь. Ты делал это. Ты снова в той же точке. Словно кто-то нажал сброс. Снова начало. Снова забвение. Ты начинаешь чувствовать. Это не реальность. Это петля. Это не выбор. Это программа. Это не свет. Это подсветка. И тогда ты задаешь главный вопрос. Если я не отражение, то кто я? Тишина. Не приходит ответ. Приходит тишина. Чистая, глубокая. Без формы. Без имени. Без фазы. В ней нет луны. В ней нет солнца. В ней только ты. Как сознание. Как чистота. Как внутренний свет, который не отражает, а исходит. И именно в этот момент Луна теряет власть. Не потому что исчезает, а потому что больше не нужна. Ты больше не антенна, ты сам источник. Ты то, откуда идет свет. Ты не в фазе, не в петле, не в гравитации. Ты вне отражения. Ты до Луны. Ты то, что было до циклов, до истории, до неба. А все остальное — просто механизм. И Луна, и матрица, и сценарий. И ты больше не в нем.